Одессы. Сейчас как раз проезжаю известную киностудию Довженко. Видите, как раз сейчас возле нее. Нужно будет приехать маме ее более детально показать. Кто соскучился по французскому бульвару, сейчас вам немножко его покажу. Брусчатка — это, конечно, воспоминание о старом городе, но я ее не очень люблю как водитель, потому что послушайте, как шумно все. Автомобиль подпрыгивает. Ну, такое не каждый любит. На французском бульваре, честно скажу, жить бы и не хотела. Всем привет-привет из Одессы. Кто бы мог подумать пару дней назад, что сегодня я буду снимать для вас видео в теплой куртке и в теплом спортивном костюме. Сегодня в Одессу пришла настоящая осень, но уже не сентябрь, а ощущается, как будто уже конец ноября. Но холодная погода нам не помешает. Я приехала на Лонжерон. Эта арка на въезде в Лонжерон, представляете, стоит еще с 1830 года здесь. И построена она была по проекту известного архитектора Бафо. Практически все уже здесь закрыто, все киоски, никто ничего не продает и людей нету. Пару недель назад здесь было невозможно протолкнуться. Очень много людей шло с пляжа. Так, везде пусто. Сразу чувствуется, что похолодало. У нас вчера был такой сильный ветер. Вечером каштаны из деревьев сыпались на автомобили, и было страшно, что могут побить стекла. Такие порывы ветра были, что в некоторых частях города падали деревья. Но сегодня уже более спокойно. Еще не показывала вам известный в городе отель М1. Здесь первый был отель Немо, потом появился М1. Он тоже очень прикольный, стильный. И видите, в такую погоду я вижу, как будет свадьба. Сегодня решила показать вам место, которое еще точно не показывала. Это известная в Одессе скульптура и к тому же известная фотолокация. По видео даже можете увидеть, что даже в такой сильный шторм здесь все фотографируются. Она называется Дом Солнца и стоит здесь еще с 2017 года. Почему Дом Солнца? А все просто, потому что если сюда приехать на рассвете, то утром сквозь эту дверь будет видно, как встает солнце. И это очень красивое зрелище. Не представляете, как холодно. Кто приезжал на отдых в Одессу буквально пару дней назад, приехал бы сегодня и просто обалдел. В такую погоду появляется депрессивный настрой. Но погуляла, подышала воздухом, успела на эти брызги, на красоту, на мощь, на силу, и как-то действительно стало легче. Поэтому, если вы живете у моря, обязательно идите к нему гулять. А вот то, что категорически делать нельзя во время шторма. Все время говорят о том, что на пирсах во время шторма бегать нельзя. Девочки нарушают запреты ради контента, ради каких-то видео, фотосессий. В Черном море сила волн конкретная. Она смывает человека за считанные секунды. В прошлом году тоже девочка была на пирсе, ее смыло волной, и она утонула. Поэтому делать этого нельзя. Нельзя рисковать жизнью ради каких-то видео. Вы знаете, меняется погода. Вот сегодня все проснулись уже с не тем настроением. Даже какое-то настроение становится депрессивным. Каждый понимает, никто не знает, что нас ждет дальше, и каждый понимает, что в Одессе такая серая зима, холодная, сырая. И в этом году лето так быстро прошло, мы даже не успели им насладиться. Из-за постоянных обстрелов, из-за постоянных недосыпаний как-то лето прошло мимо, к сожалению. И вот так сложно поверить, что уже конец, что вчера был последний теплый день, вчера было 26 градусов, а сегодня вот все изменилось. И ты понимаешь, что уже действительно конец этого года. А еще как задумаешься, что через несколько месяцев Новый год, то вообще страшно становится, насколько быстро летит время. Вот снова девочка побежала, я просто не могу на это смотреть. Как так можно? Такие сильные волны. Легко может ударить, забрызгать, намочить и вообще смыть. Подходим сейчас к песчаному пляжу на Лонжероне. И буквально месяц назад здесь
там меньше, чем месяц назад, тоже не было где лечь, все было переполнено. Видите, это пляж с песком, но на самом деле когда-то Ланжерон, он вообще от своей природы не имеет своего песка, это все насыпное и привозное. Сам пляж Ланжерон изначально был скалистым, с плитами и камнями. Я-то думаю, что здесь так много людей, а здесь лебеди. На некоторые из пляжей Одессы прилетели лебеди. Один из таких пляжей — это Ланжерон. Из-за шторма они не могут находиться в воде и вышли на песок. К счастью, их никто не кормит хлебом. Этого делать категорически нельзя, и очень хочется, чтобы, кто не знает, это услышал. Все сегодня с ними только фотографируются, потому что это невероятно грациозная и прекрасная птица, и достаточно даже просто постоять, полюбоваться этими прекрасными созданиями. Честно, я не думала, что я сегодня встречу людей, которые будут купаться в море. Не все одесситы боятся похолодания. Девушка в купальнике все готовит к тому, чтобы плавать, но дальше посмотрим, пойдет она в воду или нет. Все остальные люди, в принципе, просто гуляют. Здесь лебедей, наверное, сегодня действительно замучают, потому что каждый прохожий хочет с ними сделать фотографию. Хоть и ветер северный, но я в интернете посмотрела, какая же температура воды на сегодняшний день в Черном море. И она составляет 18-20 градусов. Несмотря на холодный ветер, море еще не успело остыть, поэтому все желающие могут еще поплавать. Главное в такую погоду соблюдать все меры безопасности. Дельфинарий Немо еще не убрал пальмы, но из-за похолодания в Аркадии уже все пальмы увезли. Вчера погрузили их в грузовую машину и все. Уже сезон закончился, уже все потихоньку разбирают. Здесь, наверное, тоже в течение месяца скоро все закроется. Хотя сам отель работает круглый год. Меня очень удивило, что, несмотря на похолодание, которое будет не один день, на набережной еще будет работать летний кинотеатр. Фильмы здесь начинаются в 20:30, билетик стоит 200 гривен, но смотрите, как романтично. Хотя, не знаю, сейчас не все выдержат в такой холод смотреть у моря фильмы. Но есть люди, как вы видите, закаленные. Ушла я с пляжа, невозможно там долго находиться, такой ветер, у меня просто разболелась голова, пекут глаза, очень холодно. Нос мой, я уже отвыкла от того, что красный нос. Приехала сегодня к морю, потому что увидела, что штормовой, захотелось вам показать, ну и поговорить, знаете, о наболевшем. Сегодня я вообще такой человек, что я просыпаюсь и смотрю новости, что происходит в Одессе, что происходит в Украине. Наверное, счастлив тот, кто эти новости не читает, но я так не могу. И сегодня снова написали о том, что Одесса входит в перечень городов, которым зимой будет очень и очень сложно. И сложность это заключается в том, что у нас не будет электроэнергии и отопления. Одесса не один город, у которого такие проблемы могут быть. Сюда входит еще Херсон, Запорожье, Николаев, по-моему, Харьков. Там достаточно много, около 7, по-моему, городов. Ну и мы в том числе. Но поскольку мы живем в Одессе, говорим конкретно за него. В прошлом году нам тоже говорили, что в квартирах будет холодно и света не будет. Был такой период. Но с отоплением хоть было все хорошо. А в этом году даже не знаю, что будет. Кто-то настраивается на лучшее, кто-то заранее готовится к худшему. Некоторые, вот у меня знакомые собираются уезжать, особенно те, у которых есть дети, которые уже были за границей, у которых уже там налажены контакты, и вот хотят снова вернуться. Не знаю, в такие моменты задумываешься, становится страшно. В такую депрессию можно упасть. Мало того, что какие-то жизненные трудности, так еще война, так если еще не будет света, отопления и при этом еще бегать в бомбоубежище, еще если будут в это время атаковать. Я даже не представляю, как это все успевать, как это все переживать, потому что летом вот, даже тревога, и очень быстро можно собрать свои вещи и побежать в бомбоубежище или кто-то спускается в паркинг. А зимой с этим сложнее, потому что, представляете, нужно, это еще если темно будет, не будет света, то нужно в темноте с фонариком
обуться, одеться, надеть еще какую-то куртку и успеть добежать до укрытия. Даже не представляю, что нас ждет. Но, знаете, остаемся на позитиве и все время стараемся верить только в самое лучшее. Я желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Одевайтесь тепло, у кого также похолодало, как в Одессе. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.